Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание 16 сентября. Поговорим о том, какой сегодня праздник по народным приметам, что нас ожидает по церковному календарю. Также уделим внимание лунному календарю. И также поговорим о том, как энергетика этого дня будет влиять на нас, на наше здоровье, на наше благополучие. Поэтому узнайте все секреты и узнайте о том, как правильно воспользоваться тем шансом, который даст нам 16 сентября. Прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, сегодня у нас по народному календарю 16 сентября. И это Домнин день, Василисы день, по-народному еще называли Домна-Доброродная или День Дорофея. А вот согласно церковному календарю, верующие в этот день вспоминают мученицу Василису Никомедийскую, а также великомученицу Деву Домну. В народе, по традиции, сегодня 16 сентября отмечают Домну Доброродную, названную так потому, что именно сегодня принято было наводить в доме порядок и подсчитывать нажитое добро. Наши предки верили, что если сегодня, 16 сентября, найти клочок шерсти, оброненный кошкой или собакой, то можно защитить дом от темных сил. Сегодня, в день Домны Добродетельницы, еще и называют Днем Домового. К этому времени на каждом столе на стол клали кусочек хлеба, прихлебывая которого просили домового о любой помощи. А для того, чтобы сегодня, 16 сентября, обрести благополучие, хозяйки перебирали вещи, выкидывали хлам или сжигали его на своем огороде. Костер обязательно разводил хозяин дома. В костер кидали старую одежду, старые зеркала, обувь, ведра и другие вещи и предметы. По поверью, эти предметы и вещи несли негативную энергетику, которая могла навредить. Также в костер добавляли картофельные очистки, кидали туда все подряд, даже то, что не может сгореть. Верили по народной примете, что огонь сегодня заберет все плохое из дома. После этого мыли полы и старую обувь речной водой. Ненужные вещи, но еще пригодные для использования, обязательно сегодня раздавали нищим. Сегодня с большим уважением относились к старым лаптям, так как считалось, что именно лапти являются защитниками от сглаза. И 16 сентября их вешали на кухне, чтобы у хозяйки весь год получалась вкусная еда. Также их развешивали под крышей, тем самым оберегая скотину от дурного глаза. Некоторые даже для оберега своего дома крепили и возле ворот. Согласно народному поверью, в день Василисы можно было с легкостью вывести обманщика на чистую воду, и чтобы потом его пристыдить на людях. В народе говорили: Василиса прекрасная всегда следит за тем, чтобы обман не проник в дом. Поэтому на Руси существовала такая традиция. Если кто-то в семье начинал хитрить, то нужно было произнести одну волшебную фразу: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». И это возымеет чудодейственный эффект. Если 16 сентября в сундуке во время уборки находили вдруг одну монетку, то ее ни в коем случае не тратили, а клали в карман зимней одежды. Считалось, что она поможет прожить осень безбедно.
И когда же с наступлением холодов надевали вещь, в которой она хранилась, то монету подавали просящим подаяния у храма. И это было очень хорошей приметой. Говорят, что многие люди до сих пор приносят старые монетки в церковь, чтобы они помогли. В народе считалось, что в день домны домрородной вор с легкостью может украсть деньги у зазевавшейся бабы. Поэтому на рынок сегодня ходили только одни мужчины. Женщинам 16 сентября торговые места посещать запрещалось. В народе говорили, что именно в этот день обязательно нужно проводить обряды на удачу, иначе можно все потерять. Для этого вам понадобится любая вещь, которую вы носите с собой. Далее возьмите ее в руки, положите на стол и скажите 9 раз: «Я удачу», называйте имя, «Я удачу в дом принесла, ее всем раздала. Пусть она у меня в руках останется, а все плохое к тем, кому не нужно, вернется. Да будет так». После этого сжигали вещь со словами: «Все плохое сгорает, удача в дом мой приходит». Также наши предки верили в примету, что нельзя 16 сентября надевать на себя и оставлять в доме давно ношенные вещи, особенно если они ветхие и потрепанные. Считалось, что вместе со старой одеждой и обувью останутся в доме и прежние проблемы, неприятности, болезни и разочарования. Поэтому 16 сентября обязательно надо было перебрать все свои шкафы, выбросить ветошь или сжечь ее. А то, что непригодно для носки, но уже давно лежит на полке и не носится по разным причинам, перестирать и раздать нищим. Однако, если от старой одежды вы можете избавиться полностью, то к утилизации обуви нужно подойти внимательно. Старые ботинки, ношенные главой семейства, выкидывать нельзя ни в коем случае. Старую обувь главного мужчины в доме нужно бережно хранить, поскольку она считается отличным оберегом от сглаза и порчи. В старину обычно с большим почетом относились также к лаптям. Их вешали у ворот, возле калитки или на двери хлева от лихого сглаза. 16 сентября нельзя было свататься и играть свадьбы. Союз, созданный в этот день, может привести к большим проблемам, ссорам, к выяснениям отношений. Поэтому сегодня лучше воздержаться от каких-либо серьезных любовных решений. В этот день девушкам нельзя было гулять в одиночестве после захода солнца, иначе нечистая сила нападет и заколдует, превратив в злую и вечно недовольную девицу, которой ни один парень не захочет подойти. Также по народным приметам не стоит 16 сентября обсуждать чужие ошибки и недостатки, а также высмеивать чье-то поведение. Это чревато проблемами в отношениях с окружающими людьми. Могут возникнуть недопонимания с близкими людьми, с друзьями, коллегами и начальством. Также нельзя 16 сентября готовить еду с плохим настроением, иначе негативные мысли могут впитаться в продукты, отравив позитивный настрой всех тех, кто их будет есть. Если у хозяйки на душе сегодня скребутся кошки, надо перед приготовлением еды прочитать трижды молитву «Отче наш» и вспомнить обязательно что-то хорошее из своей жизни. 16 сентября нельзя смотреться долго в зеркале, иначе можно привлечь в свою жизнь 40 бед. А еще в этот день не стоит открывать двери незнакомцам. Также сегодня не принято поднимать найденные на дороге деньги. Это верная примета к нищете в скором будущем.
А вот девушкам и женщинам сегодня, 16 сентября, нельзя ходить в магазин за покупками, поскольку по народной примете в этот день даже неопытный воришка может с легкостью украсть у них деньги. Далее, друзья, мы с вами поговорим о лунном календаре на 16 сентября. Что же он нам несет? Во-первых, давайте начнем с того, что сегодня, 16 сентября, нас ждут 10 и 11 лунные сутки. Растущая луна будет у нас в знаке зодиака Козерог. Вы знаете, сегодня достаточно удачный день для раскрытия обманов, для побед в суде или, как вариант, обретения твердой почвы под ногами. Завершается период неопределенности, и все становится потихоньку на свои места. Также обращаем ваше внимание, что все будет хорошо складываться и в профессиональной сфере, но и тоже в личной жизни тоже все будет на уровне. В этот день многим из нас не будет хватать ярких событий в жизни. Многие из нас будут чувствовать себя не совсем комфортно, потому что будет все как-то серо и буднично. Зато у каждого из нас появится возможность наконец определиться со своими целями, задачами на самое ближайшее будущее и найти не только свою цель, но и заняться каким-то новым интересным делом. Сегодня очень хорошо начинать политическую карьеру. Образно говоря, вы сможете войти в политическую жизнь на гребне волны. Также сегодня, 16 сентября, отличный день для генеральной уборки в доме. Постарайтесь сегодня старые вещи раздать нуждающимся. Так вы откроете дверь в светлое будущее и привлечете благоприятные перемены в судьбу. По возможности, сегодня также проведите время за духовным развитием. Почитайте книги, посмотрите хорошие фильмы. Постарайтесь и сегодня навести порядок в своем кошельке. Избавьтесь от того, что вам может мешать в жизни. Также, как мы уже говорили, избавляйтесь сегодня и от старых вещей, потому что именно такие вещи могут привлекать неудачи в вашу жизнь. Постарайтесь и не ругаться с близкими людьми и не выяснять отношения. А для того, чтобы не навлечь на себя беду, в этот день старайтесь не смотреться в зеркало или делайте это как можно реже. В этот день особенно не стоит заниматься своим внешним видом. Даже малейшие изменения в облике в этот день будут восприняты как начало проблем. Но все равно уделите внимание сегодня своему здоровью. Сделайте зарядку. Обязательно потрите руки и ноги, для того, чтобы кровь побежала по жилам быстро и весело. Это простой ритуал, который поможет укрепить ваши защитные силы организма, а заодно и избавиться от головной боли, упадка сил и усталости. Итак, друзья, сегодняшняя планета, которая будет нам помогать и управлять, это Юпитер. Обращаем ваше внимание, что сегодня хорошие часы будут с 13 до 15 часов по Москве. Поэтому постарайтесь уделить максимум внимания этому времени, как на себя, так и на свою работу и на личную жизнь. А вот для того, чтобы сгладить какой-либо негатив и помочь себе, носите сегодня, 16 сентября, желтый цвет. Также сегодня обращаем ваше внимание, что этот день не подходит для каких-то важных дел, потому что энергия этого дня не принесет ничего хорошего. Возможно быть проблемы, потери и какие-то ошибки. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, осторожны, не торопитесь сегодня. Обращаем ваше внимание, что также сегодня неблагоприятный день для медицинских процедур и начала лечения. Также сегодня могут у некоторых людей возникать и проблемы непонимания с противоположным
полом. Поэтому, пожалуйста, старайтесь сегодня быть осторожными. Также сегодняшний день не подходит для краткосрочных дел. Есть вероятность телесных повреждений и заболеваний. Также будьте внимательны и осторожны вообще во всем. Далее, друзья, как мы уже сказали, сегодня растущая луна, и луна будет в знаке зодиака Козерог, поэтому постарайтесь провести сегодня хотя бы минут 15-20 в одиночестве, и это поможет вам сбросить груз проблем, которые накопились у вас как на работе, так и дома. Также в этот период, если вы побудете в одиночестве, побудете со своими мыслями, вы осознаете свои желания и найдете пути их достижения. Также сегодня, в этот лунный день, посвятите время семье. Постарайтесь пообщаться со своими друзьями. Также луна у нас начинает расти, у нас растущая луна, да, и это обуславливает хороший прилив сил. Поэтому займитесь активной физической деятельностью. Пассивность будет приводить к вспышкам агрессии и гнева в будущем. И подумывайте о том, чтобы начинать уже реализовывать поставленные цели. И вообще 16 сентября по лунному календарю считается один из хороших дней в этом месяце.